Всем привет! Сегодня будем смотреть обзор нового набора от фирмы Revell. Немецкий автомобиль периода Второй мировой войны Volkswagen Type 82 или Kuppelwagen. Масштаб модели совсем нетривиальный, 1 к 9. Это самый массовый автомобиль Германии времен Второй мировой войны. Пластик в коробке совсем не новый. Это перепаковка фирмы ESCI 1976 года. Но Revell добавил в набор очень большое количество всевозможных дополнений. И этот набор стал очень заслуживающий нашего внимания. Количество деталей в наборе 687, а размер собранной модели будет достигать аж почти 42 сантиметров. Ну, очень впечатляющий размер. А внутри коробки имитация деревянной поверхности, инструкция ко всем дополнениям, включенным в набор, фототравление, металлические детали, тент из ткани, резиновые покрышки колес, прорезиненная веревка, литники с пластиковыми деталями, инструкция к набору, ну и декаль. Так как размеры машины очень внушительные, так и размеры отдельных деталей впечатляют. Корпус машины имеет гофрированную поверхность. И несмотря на то, что пластик 1976 года, качество очень впечатляет. Все отлито четко и ровно. Практически отсутствует облой на литниках. К чему можно немного придраться, так это следы толкателей. По моему мнению, что некоторые из них будут видимы на модели, и за ними нужно будет внимательно следить. Боковые поверхности корпуса перед вами. Обратите внимание на размер лопаты. Нормальный такой размерчик. Крылья 82-го выполнены просто прекрасно. Никаких дефектов я не заметил. Модель имеет полную имитацию двигателя, и он состоит из достаточно большого количества деталей. Можно задуматься, чтобы оставить капот открытым. Двигатель расположен в задней части автомобиля, поэтому, скорее всего, не капот, а багажник, или все-таки капот. Просьба прояснить мне, как правильно. Спасибо. Еще части корпуса, куда устанавливаются стекла. Размер их огромный. На стекла чуть позже посмотрим. Литник с пулеметом, канистрой, флягой, каской. К пулемету, забегу вперед, есть еще и дополнительные металлические части. Ну, вернее, не дополнительный, а дублирующий пластик. Ну, кстати, и в пластике он очень недурно выглядит. На канистре нанесены надписи. По инструкции она убирается внутрь автомобиля, но можно и оставить рядом же с ним. Правда же? Каска.
Внутренняя ее часть, тулейка, дана отдельной деталью. Задняя часть корпуса, под которую устанавливается двигатель. Двигатель имел мощность всего 23,5 лошадиные силы, но с марта 1943 года стали устанавливать новый 25-сильный двигатель. Скорее всего, в наборе первый вариант. Диски колес, их 5, включая один на запасное колесо. Приборная панель, руль, передняя часть корпуса, куда сверху устанавливается запаска, фары, крюки. Все, что на моделях 35 масштаба можно назвать мелочевкой, здесь сказать это слово, язык не поворачивается. И заключительный литник с пластиковыми деталями, части двигателя. Материал данного литника очень похож на резину. Это спинки сидений. Очень приятный на ощупь материал. Думаю, что на модели будет смотреться очень даже выразительно. Литник с прозрачными деталями. Лобовое стекло, заднее, боковые стекла и стекла фар. Сделан очень достойно. Тонкий и суперпрозрачный материал. Резиновые покрышки колес. 5 штук. Есть надписи по бортам. Кроме шва посередине, придраться особо-то и не к чему. Ну и к шву тоже можно не придираться. Без него все равно нельзя. Убрать его сложности не представляет. Выкройка на тент. Тканевый материал. Вещь. Но по мне, такую модель закрывать очень жалко будет. В сложном виде он, наверное, даже поинтереснее. Но это мое мнение. Плата с фототравленными деталями. И он очень большой. И еще одна плата фототравления. Но здесь металл более толстый, более грубый. И тоже по размеру очень внушительный. Имитация деревянной поверхности. Материал очень похож на бумагу, но имеет выраженную структуру дерева. Прорезиненная веревка. Имитация шлангов. Металлические части. Оси, пружинки.
Металлические дополнения к частям набора, части пулемета и прочие нужные и полезные вещи. Декаль на 5 вариантов окраса. Тоже такой не кислый по размеру листик. Три цветных листа инструкции. Это только на установку приятных плюшек на модель. Вот такие фотосхемы. Ну и черно-белая инструкция по сборке самой модели. Содержимое набора. И сборка. Схема сборки, не идеальная, но разобраться можно будет однозначно. Инструкция по окраске модели. Первый вариант на 41 год, второй на 44, третий также на 41 и два оставшихся на июль 44 года. Очень заманчивый набор, если честно. Прям очень. Цена высокая, почти 22,5 рублей. Приобрести его вы можете в нашем интернет-магазине «Я Моделист». А на этом я откланиваюсь. Скоро обязательно увидимся. Может, не увидимся, а услышимся точно. Приятной вам сборки. Ваш «Я Моделист» и я, Виталий Новиков.